Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Вот бывает, семейки плохо перезимуют и начинаются проблемы. И вообще, если семейки слабенькие идут в зиму, то это сплошной головняк. Слабые семьи в зиму не надо пускать. Но, как всегда, жизнь ничему не учит. Вот и я запустил одну семейку слабенькую и получил проблему. Обгадились. Так вот, как раз вопрос задавали, что делать с обгаженными рамками. Почистят ли пчелы сами эти рамки? Что делать с кормом, который там остался? На зиматоз это или нет? Вот 3 вопроса. Так вот, отвечаю, что я буду делать. Вот у меня рамочки обгаженные, притом надо различать, хорошо они их обгадили, прилично или неприлично. Если очень сильно обгаженные, то рамки на переплавку. Сразу возникает вопрос, что делать с таким тогда кормом, потому что там же мед остался в рамках. Что с ним делать? И бывают рамки обгаженные не сильно. Те, что не сильно обгаженные, те почистили и дальше эксплуатируйте, ничего страшного нету. Те рамочки, которые сильно обгажены, соответственно, на переплавку, что делать с кормом? С кормом делаете очень просто. Как и все нормальные люди, берете кормовую рамочку, распечатываете, потому что обгаженная она сверху только, вместе с тем, чем обгадили. Снимаете восковые крышечки, получается у вас рамочки чистые. И мед там, соответственно, чистый. Сбрызнули водой и дали им на съедение. Все, и на этом вот эта проблема решилась. Вот я лично так поступаю. Нечего меду пропадать. Вот, отдал, они мед забрали, потом эти рамки обгаженные вытянули и на переплавку. Все, мед забрали, переплавили рамки. Вот так вот я поступаю. Так, и теперь еще третий вопрос был. Не почистят или нет? Нет, сами они не почистят. Так они и будут обгажены, эти рамки. Пчелы рамки сами не почистят. Такие рамки придется чистить или вам, или отправлять их на переплавку. Если там немножко обгаженные, то можно и почистить, и дальше с ними работать. Вот. А можно сразу на переплавку. Но дело в том, что вот когда вы зимуете, то у вас весной практически все рамки, они темные. Ну, то есть темно-коричневые. Потому что в зиму светлых рамок вы, соответственно, не пускаете, потому что они холодные. Поэтому весной у вас все рамки, они темно-коричневые, и их не жалко отправить на переплавку. То есть это не молодая рамочка, не светленькая, которую жалко выбросить. Это обычно уже старые рамки, вот, и они все равно подлежат утилизации в этом году. Поэтому отправляйте на утилизацию и не морочьте себе голову с этим делом. В общем, такие рамочки обгажены на переплавку. Сами пчелы не почистят. Корм вот так вот отдаете. И нозематоз или не нозематоз. Но дело в том, что надо понять, что нозематоз это у нас паразит. Такой маленький, бедненький паразит, который в задней кишке селится. Если у вас пчелы заражены этим паразитом, а это вообще карантинная гадость. Если нозематоз завелся, то пасека ставится на карантин. Вот. Если у вас есть этот паразит, то это нозематоз. Если у вас этого паразита нет, а пчелы просто обгадились, то на самом деле ничего страшного. У вас нозематозу не будет куда взяться, потому что нозематоз это паразит. Даже если ваши пчелы обгадились, а паразита на земле не было, то это они просто обгадились и неприятно. Вот. Но они не больные. Поэтому с нозематозом, за нозематоз переживать не надо в этом случае. Все нормально. Ну, так вот обгадились. В этом году пчелы плохо призимовали. Очень большое потребление кормов и много пчел немножко пообгадивались. Это обычно слабенькие семьи. Да, можно сказать, в этом году почти все слабенькие семьи, которые слабенькие, вот, которые есть 4 рамочки, они обгажены. Кто-то больше, кто-то меньше, но практически все обгажены. Те, которые 5 рамок и больше, те перезимовали нормально. В общем, со слабыми семьями зимовать в теплые зимы не вариант. Вот, видите, у меня пчелки, вот, гнездо, заставная, а за заставной кормовые рамочки. Видите, пчелочки на этих рамочках пасутся, забирают мед из рамочек. Все чудесно. И я им сейчас еще вот такую вот кормовую рамку засуну. Мед надо пчелам мед, а у нас похолодание. В общем, вот так вот приходится выкручиваться, куда ж денешься. Ну, такая погода. Не повезло. Сначала повезло, потом не повезло. А есть у вас нозематоз или нет, чтобы понять, почему они обгадились? Вот. Ну, обычно от нозематоза они обгаживаются еще на Новый год. Поэтому, если ваши пчелы на Новый год не были обгажены, то, скорее всего, нозематоза у вас нет. А к весне, я же сказал, все слабенькие семьи обгаживаются от большого потребления корма. Вот видите, большое потребление корма было, и семейка слабенькая. Ну, значит, они же его сожрали, он у них не вместился. Вот они и обгадились. Это все нормально. Слабенькие семьи склонны к обгаживанию к весне. Так. Нозематоз. Вот я показывал. Берете подмор, вытягиваете заднюю кишку у свежего подмора. Не у той пчелки, которая древняя уже, а та, которая недавно обсыпалась. Можете поймать, в принципе, и живую пчелку, из нее вытянуть заднюю кишку.
Вот, и посмотреть, если кишка белая, то у вас нозематоз. К этому времени, к весне, нозематоз уже буяет во всем цвете. Вся кишка будет белая. Это в начале зимы его не видно, а в конце зимы его видно и очень хорошо. Даже микроскопа не надо. Смотрите, кишка белая, значит больные нозематозом. Можете отвезти в лабораторию, посмотреть. Можете взять дома микроскоп. Ну, у меня лично есть микроскоп большой. Посмотреть, если нозема. Ну, в принципе, к весне уже без всяких биноклей, без всяких микроскопов все уже видно. Если они больные нозематозом, вся кишка будет молочно-белого цвета. И вот так вот определяете, есть у вас нозематоз, нет. Обгадились, взяли подмор или живую пчелку поймали, вытянули заднюю кишку. Посмотрели, белая проблема, нету белого нозематоза. Ну, значит, просто обгадились, потому что слабенькие были. И в этом случае паниковать не надо. Все, в принципе, хорошо. Вот это литочек для трутней, и это кормовая сторона. Тут пчел нету. Вот. И там нету поролончика, куда-то он делся. То ли я его провтыкал, когда чистил донья, то ли не знаю, куда он делся, но его нет, а должен быть. Дырочку надо запихнуть. Вот такие вот мелочи на пасеке. А бывает, потому что через этот литочек будут воробки лазить. Нехорошо. Такие вот дела. Где-то я провтыкал поролончик. Так, ну это я, наверное, дно снимал, когда чистил. Он выскочил, я не доглядел. Бывает и такое. Поэтому надо внимательно смотреть, замечать и наблюдать. Так, ну сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, все равно ставим лайк. О, пыльцу пчелка принесла. Потому что я очень жаден до лайков. И обязательно передаем привет моим мохнатющим чудовищам. Наконец-то уже весна.